Приветствую всех, друзья мои, на моем канале. Сегодня речь пойдет о том, как быстро и правильно собрать кошелек. У каждого своя методика в этом плане, но я расскажу, как это делаю я. Значит, у нас готова внутренняя часть, у нас готова обложка. Значит, для того, чтобы собрать его таким образом, чтобы он не перекашивался нигде, чтобы все отверстия совпали, чтобы все у нас было четенько и ровненько, чтобы он был не кривой, не косой. Значит, сейчас обо всем по порядку. Итак, у нас, по сути дела, два шва. Раз и два. Разница в длине внутренней части и наружной части в данном случае 15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы помещалось достаточно много купюр, но и в то же время, чтобы он не был сильно длинным, и чтобы здесь много пустого места не было. Начнем. Значит, сначала мы отмеряем. Я отмеряю пробойники, у меня 4 мм пробойники. Отмеряю по краю, здесь и здесь. Так. И теперь сначала все намечаем по внутренней части. Я всегда намечаю, чтобы если где-то какое-то отверстие уходит какое-то несовпадение происходит, всегда можно поправить. Здесь наметили. И здесь, соответственно, есть. Теперь мы эти отверстия пробиваем. Только здесь пробиваем. Теперь, после того, как мы пробили внутреннюю часть, нам нужно по очереди сначала левую часть, а потом правую часть наживить на обложку и с помощью шила наметить те отверстия, которые у нас уже есть. Объясню, почему нельзя сразу пробивать насквозь. Если вы будете пробивать отсюда, с этой стороны, то есть вы также точно можете как бы наживить, приклеить, вот, пробить эти отверстия. Вот. Но если сработает, как говорится, человеческий фактор, мы же не машины, правильно? То есть немножечко сыграет у вас пробойник, чуть-чуть сыграет, буквально там несколько градусов будет достаточно, чтобы с этой стороны отверстие уйдет в сторону. И у вас на лицевой стороне не будет ровного шва. То есть он будет у вас гулять. Это уже проверено, невозможно идеально точно, вот прям вот ставить идеально точно так, чтобы... Можно, конечно, с помощью станка это делать, но станка мы не имеем, поэтому мы пробиваем вручную. Поэтому отверстия могут сыграть, и будет кривой шов. Нам это не нужно. Вторая причина точно то же самое, по сути дела, то есть мы можем наживить и вроде как пробивать с этой стороны, чтобы было ровненько, да? Но также точно тогда с внутренней стороны где-то что-то сыграет, будет внутренний шов неровный. Нам это тоже не нужно, поэтому мы не ищем, как говорится, легких путей. Пробили здесь отверстие. Следующий этап. Берем клеек. Буквально чуть-чуть. Нам только наживить нужно, чтобы потом можно было это дело оторвать. Чуть-чуть мы это дело вот так. Причем он даже не успеет высохнуть. Наживляем. Выравниваем, чтобы все было здесь ровненько. Вот. Так. Все. Здесь ровненько. И каждое отверстие не нужно прокалывать. Ну, хотя бы там через 3-4 отверстия вполне достаточно. Главное крайнее отверстие. То есть, что мы делаем? Погнали вот здесь. Раз. И через 3-4 отверстия прокалываем.
уголки все прокалываются подряд. И дальше по прямой опять пошли через 3-4 отверстия. Все, это есть сторона. Смотрим, что у нас тут. Вот у нас намечены эти отверстия. Отрываем. И также точно приклеиваем эту сторону. То есть не две сразу приклеиваем, а поочередно, чтобы у нас не было вот этого напряжения кожи здесь. То есть нам нужно все, чтобы было в одной плоскости все играло. То есть тут мы также точно наживляем. И приклеиваем сюда. Выравниваем. Торцы потом все равно все будут обрабатываться, но тем не менее, чем лучше мы выровняем все, тем нам будет потом проще. Есть. И также точно здесь погнали с крайнего отверстия. Смотрим. Все отлично. Теперь что мы делаем дальше? Отрываем. И здесь, теперь здесь надо пробить вот эти отверстия. Проводим контрольную линию. И наживляем. У нас все попадает удар в удар. Отлично. Здесь и здесь то же самое. Визуально следим, чтобы все отверстия совпали. Все, теперь мы сейчас то же самое пробиваем эти отверстия. И будем собирать уже кошелек. Так, пробили. И еще один момент. Перед тем, как собирать, вверху у нас будет тоже шов. Шов будет вверху. Мы его сейчас пробьем. Тоже намечаем. Перед сборкой нам нужно верхний шов прошить верхний шов и обработать торец верхний, чтобы потом, когда уже в собранном виде, будет это сделать достаточно сложно. То есть сейчас мы здесь проводим шов и обрабатываем торец. Прошили здесь край. Ну что, теперь собираем. Опять-таки смотрим, что мы сначала шьем, чтобы у нас удобно конец шва ложился. Значит, нам нужно отсюда, здесь будет конец, удобно будет его здесь зафиксировать, и потом отсюда пойдем сюда, и будет здесь уже конец. Поэтому приклеиваем сначала вот эту часть. Проклеивать нужно обязательно, причем самый краешек хорошо, потому что потом, когда будем обрабатывать торцы, все должно быть четко приклеено, иначе будут щели, будет не очень красиво. Я пользуюсь клеем Наилит. Чудесно клеит. Хорошо, удобно с ним работать. Так. Если мы точно все приклеим, то у нас все отверстия, как вы понимаете, должны совпасть идеально. Проверяем контрольные точки. Идеально совпадает все. Все совпало. Теперь можно отстучать. И сейчас мы вот это дело прошиваем сюда. Процесс прошивания я не буду показывать, потому что
это тема другого видео. Она такая кропотливая, длительная. Вот. Но в любом случае могу сказать, что я исключительно ручной шов у меня. Сидельный ручной шов. Вот. Сейчас прошью, покажу, как получилось, и покажу, как вот эту сторону тоже приклеить, потому что тут тоже есть такие нюансы. Вот. Ну вот, смотрите, прошили мы одну сторону. Хочу обратить внимание на качество шва. То есть он идеальный, просто идеальный. Ровненько все, что с этой стороны, что с этой стороны. Все ровненько. Вот. Шов мы спрятали вовнутрь. То есть ни здесь, ни здесь концов нету. Все внутри. Та же самая операция. Проклеиваем эту сторону. Все у нас уже пробито. И я больше чем уверен, что все отверстия у нас совпадут. Как и в первом случае. С этой стороны немножко сложнее получается, потому что присутствует уже здесь у нас напряжение кожи за счет того, что обложка длиннее, чем внутренняя часть кошелька. Но мы ее победим. Итак, начинаем с уголочка. Для этого есть иголочки запасные. Находим отверстие, оно находится мгновенно. Вставляем иголочку. И идем вот в эту сторону. Не в эту, а в эту. Нам главное, чтобы здесь все идеально совпало. Торец, чтобы был четкий. Оп. Совершенно случайно еще одна дырочка совпала. Наживляем ее. Есть. Все, теперь переворачиваем. И без напряжения, без ничего, просто складываем. Внимательно следя за тем, чтобы торец к торцу присоединялся, чтобы не было разных высот. Все. Проверяем. О, случайно совпало опять. Все. Зафиксировали это дело. И теперь также прошиваем эту часть. Сейчас прошью, покажу, что у нас получилось. Итак, прошил и одну, и вторую часть. Тут все ровненько. Теперь смотрим, как он у нас собрался в итоге. Смотрите, видите, идеально ровно. Вот. Идеально. Вот такой кошелек. Он практически готов. Единственное, что в следующем видео я покажу, как его уже полностью, как я запаиваю торцы, обрабатываю торцы, и в итоге, как он будет выглядеть в конечном счете. Вот такое видео получилось. Большое спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. До следующих. На сегодня все. До следующих встреч.